Такая вот коробочка у нас с вами получилась. Меня просто завораживает. Это действительно такой калейдоскоп битого цветного стекла. Всем привет! Сегодня открываем стартовый набор Panini Spider-Man Welcome to the Spider-Verse. И эта коллекция посвящена огромной мультивселенной Человека-паука. И здесь у нас с вами будет не только классический Питер Паркер, но и Майлз Моралес, Гвен Стейси, Спайдер-Панк, Спайдермен Индия и многие другие версии героя. Давайте посмотрим, кто нам сегодня попадется. А меня зовут Юля, и я приветствую вас на моем канале Panini World наклейки и карточки. Вообще, эта коллекция считается довольно редкой, но редкость ей дает не год выпуска, а редкость распространения данной коллекции. Насколько мне известно, эта коллекция вышла только в Великобритании и только в Италии. Если вы ее встретили в каких-то других странах, напишите, пожалуйста, мне очень интересно. Поэтому количество людей в мире, которым удалось собрать эту коллекцию или которые все еще ее собирают, очень-очень мало, к сожалению, потому что эта коллекция очень красивая. Непосредственно она вышла в 2023 году и посвящена вселенной Spider-Verse. Давайте смотреть, что же у нас с вами здесь в стартовом наборе. Конечно же, это альбом, пакетики. Здесь должно быть у нас 5 пакетиков. Во-первых, пакетики отдельный вид искусства. Посмотрите, какие они красивые. И такие пакетики я точно хочу оставить себе по одному виду для дополнения коллекции. Посмотрите. Они все очень-очень красивые. И, конечно же, у нас здесь с вами лимитированная карточка. Давайте начнем с лимитированной карточки, потому что я даже не представляю, как они выглядят. Всего в коллекции их 5 штук. Так что сегодня будет +1 в моей коллекции. Итак, вот так вот она выглядит с обратной стороны. Здесь как раз год выпуска 2023. Ну что, переворачиваем. О, вау! Ребята, она потрясающая. Посмотрите, она просто такая, как будто огненная. Смотрите, как она переливается, как такое, знаете, мне напоминает битое стекло, которое соединили воедино, и вообще похоже на калейдоскоп. Просто великолепно. Смотрите, какие у нас разные герои из вселенной Spider-Verse. Я очень рада, карточка безумно красивая. Просто великолепная. Ладно, ей наслаждаться можно очень долго, поэтому давайте посмотрим на наклейки, а потом посмотрим на альбом. Я даже не знаю, что там ожидать нам, но обложка такая контрастная, такая красивая. Я думаю, он нас не разочарует. Итак, у нас с вами 5 пакетиков. В пакетике у нас одна карта и наклейки. Так как я хочу сохранить по одному пакетику на память в дополнении коллекции, я открою их аккуратно. Ну что, давайте смотреть, что же нам принесет первый пакетик. Так, ребята, достаю аккуратно, не хотелось бы повредить сам пакетик. Вау. И вот в таком идеальном состоянии пакетик удается сохранить. Итак, давайте смотреть. Первая у нас карточка, номер 42. Вау, это, наверное, Веном, да? Ребята, я не знаю всех героев, поэтому, если вы знаете, пожалуйста, напишите мне. Просветите меня, назовем это так. Но этого я знаю, это, скорее всего, Веном. Очень красивая карточка, потрясающая. Итак, смотрим наклеечки. Вау-вау, ребята, это у нас фигурная наклейка, и я видела на стартовом наборе, что у нас в альбоме будет еще и мини-комикс, поэтому я думаю, что это как раз наклейка из комикса. Ух ты, смотрите, какой красавец. Так, вот такой вот, это, наверное, возможно, Spider-Woman. Так, дальше вот такая вот наклеечка. Но пока что специальных стикеров мы с вами еще не видели, да? Но все впереди. Давайте откроем вот такой вот пакетик. Боже, какой же он красивый. Я не устаю удивляться. Опасно режу, конечно. Жалко будет испортить наклейку или еще хуже карточку. Потому что найти такие пакетики сейчас по миру в разных странах, ну, очень-очень тяжело, ребята. Второй пакетик.
Вот такой вот у нас получается. И карточка. Ух ты! Смотрите. Я не думаю, что это Гвен Стейси. Я не уверена, кто это. Если вы знаете, напишите, пожалуйста. Вот такая вот карточка. Я, ребята, чувствую руками, что там какая-то специальная наклейка. Вау, ребята, такая специальная наклейка, очень похожа на лимитированную карточку. Здесь то же самое, смотрите, эффект калейдоскопа или эффект такого битого стекла. Боже, как красиво, как же это все красиво прорисовано. Что же они с нами делают, ребята? Это второй специальный стикер, но он немножко другой. Смотрите, как он переливается, он больше как голографический. Господи, ну что за шикарная коллекция просто. Я бы сказала, что каждый стикер, он не просто проходной, а он такой прорисованный, такой крутой. Ух ты, смотрите, а это вот, я не помню, как его, может быть, Spider Ham называется. Ну, Spider Swin, назовем его так. Но просто восторг. Что, давайте смотреть третий пакетик. Так, смотрим. Карточка номер 20. Ух ты. Вау. Вау. Какая крутая. Ребята, напишите, как зовут этого героя. Героиню, точнее, да. Я не знаю ее, но она потрясающе красивая. Да, я уже вижу, что-то переливается. Так, здесь у нас опять с вами фигурная наклейка. Скорее всего, на комикс. И здесь составная вот такая вот голографическая переливающаяся. Ребята, как же давно я хотела открыть эту коллекцию. Она невероятной красоты. Этот пакетик у нас повторный, поэтому он мне не нужен. Можно его открыть вот таким вот образом. Господи, что это за красота? Я поднесу поближе, посмотрите. Ребята, я очень давно не видела такие шикарные, такие шикарные специальные наклейки. Вот это я понимаю, специальный стикер. Он даже такой прямо очень-очень плотный. Итак, убежала от меня как раз Гвен Стейси. Вообще, Гвен Стейси не была сначала так популярна. Больше, мне кажется, популярности ей дал фильм, который вышел про мультивселенную Spider-Verse. И как раз, мне кажется, после этого фильма ее успех был, скажем так, предрешен, да. Но вообще, на самом деле, и сейчас очень многие не знают про вселенную Spider-Verse, и многие помнят просто Спайдермена как нашего всеми любимого Питера Паркера. Но на самом деле интересно, что Spider-Verse появилась, потому что у Марвела накопилось так много разных версий Человека-паука, что однажды их решили просто собрать все вместе в одной истории. И так родилась целая мультивселенная пауков, где героем на самом деле может быть практически каждый. Ну что, вот такой вот у нас с вами пакетик получился. Давайте откроем последний пакетик. И этот пакетик я тоже хочу сохранить. И пока я его открываю, хотелось бы рассказать очень интересный факт. Это факт того, что первый комикс Spider-Verse вышел в ноябре, ребята, 2014 года. И по факту именно этот комикс дал название всей саге Spider-Verse. Обложка этого комикса была создана художником Джузеппе Камунколи. И, как мы видим, на ней изображены разные версии Человека-паука из мультивселенной, что отлично отражает главную идею Spider-Verse. Ну что, давайте теперь повнимательнее посмотрим, что нам попалось. Вот такой вот фигурный стикер. Ребята, ну как же все детально прорисовано, как же все красиво. Вот такой вот Spider-Punk. Веселый парень. Вот такая вот какая-то невероятная наклейка, господи, просто восторг. Это, наверное, у нас тоже киберпанк, и это специальный стикер, ребята. О, господи, вот такой вот Спайдермен в виде конкретно паука. Вообще мне очень нравится вселенная Спайдермена, но вживую самих пауков я не люблю и даже боюсь, ребята. Вот такие вот у нас с вами пакетики получились. Сейчас будем знакомиться с альбомом, но... Изначально у меня был уже очень-очень давно просто один пакетик, и я его вскрыла, и эти наклейки у меня уже очень долго лежали. И вы можете посмотреть, что это за наклейки, вот такая вот карточка. Вроде бы мне кажется, что повторных не попалось, и я очень рада. И вот это, наверное,
был и есть мой самый пока что любимый специальный стикер в этой коллекции. Я не знаю, он меня просто завораживает. Это действительно такой калейдоскоп битого цветного стекла. Он невероятный. Я не знаю, это как вообще вам эта коллекция? Напишите, пожалуйста, понравилось, не понравилось. Может быть, вы ее собираете или уже собрали. Ну а мы с вами идем к альбому. В данном случае у меня альбом в мягком переплете, но помимо этого альбома выходил еще и альбом в твердом переплете, ребята. Но эта коллекция, насколько мне известно, выходила только в Великобритании и в Италии. Найти этот стартовый альбом было очень сложно, не говоря о том, как сложно найти альбом в твердом переплете. Но его до сих пор можно купить, насколько я знаю, в Италии точно. И смотрите, на первом развороте у нас здесь все карточки, их 50 штук. Такие вот карты нам здесь попались. И у меня привлекла внимание именно вот эта вот карта, на которую я подумала, что это Гвен Стейси, но сомневалась. Ребята, это называется Гвеном. Вообще очень интересно. Давайте на них еще посмотрим поближе. Вот такие вот чудесные, потрясающие карты, целых 6 штук добавляются к коллекции. Давайте смотреть дальше. И дальше у нас с вами идет коробочка для карт. Давайте ее открепим. Вот такая вот коробочка у нас с вами получилась. Какая она миниатюрная, но в то же время вместительная. А мы с вами идем дальше и посмотрим на первый разворот. У нас идут несколько наклеек в подарок. Будем использовать их, если действительно какой-то из них будет не хватать. Ребята, и вот эта вот супер крутая наклейка попалась именно с первого разворота. И мне очень нравятся факты, которые у нас здесь написаны. И под этой наклейкой у нас написано, что любой может быть героем, если помнит, что с большой силой приходит большая ответственность. Очень красиво получилось. Давайте смотреть дальше. И следующий разворот у нас с вами с Майлзом Моралесом. Смотрите, первое появление Майлза Моралеса было в комиксе Ultimate Fallout в августе 2011 года. Как здорово! Давайте знакомиться с фактами об этом персонаже. Здесь у нас попалась наклейка номер 12. Наклеим ее сюда. И посмотрим факт об этом герое. Итак, после того, как его клоны, переодевшись в него, устроили хаос, Майлз на некоторое время решил сменить костюм. Ребята, посмотрите, какие у него здесь крутые кроссовки. Я сначала не заметила, но когда разглядывала, обратила на них внимание. Вообще они потрясающие. Давайте смотреть дальше. И дальше у нас одна страничка посвящена врагам, а другая инопланетянам. И здесь у нас целые две наклейки. Меня очень удивило, когда Майлз успел так повзрослеть. Ребята, давайте их наклеим. И посмотрим факты о персонаже. И здесь, кто же эта прекрасная девушка? И, как нам здесь говорится, некоторое время Майлз состоял в отношениях с Тианой Туме, также известный как Старлинг, герой и внучка злодея Вультуры. Ребята, я не знаю, как точно перевести, может быть, стервятник. Кто очень хорошо разбирается в вселенной Spider-Verse, пожалуйста, напишите. И второе, вот здесь очень интересные персонажи. Бомбшелл и Голд Боллс и Ганки часто помогают Майлзу в борьбе с преступностью и вмешиваются, чтобы вытащить его из беды. Посмотрите еще раз, какая красивая наклеечка. Ну что, мы идем дальше. Давайте посмотрим, кто у нас здесь. А здесь у нас классический Спайдермен. Это Питер Паркер и некоторая информация о нем. Первое появление у него было в августе 1962 года в комиксе Amazing Fantasy. Ребята, какая красота! Конечно, большинство из нас помнит именно Питера Паркера. И здесь у нас целых две наклейки. На самом деле, для меня это более знакомые персонажи, особенно вот это, да, и мы все прекрасно помним, что в начале своей карьеры Питер Паркер подрабатывал именно фотографом. Давайте их добавим.
Так яркие страницы становятся еще ярче и еще интереснее. Похожий разворот с фокусом на врагов и с фокусом на союзников. Может быть, в прошлый раз я перевела это слово как инопланетяне, не знаю почему, но это союзники. И на этом развороте у нас ничего не попалось, но зато следующий разворот с моей любимой уже Гвен Стейси, которая является призрачной паучихой, и первое упоминание о ней было в комиксе Age of Spider-Verse в августе 2014 года. Здесь, к сожалению, нам наклеек не попалось, но зато на этом развороте их целых две. Ребята, давайте их наклеим и прочитаем, что же про нее пишут. Итак, давайте разбираться. Как мы можем здесь понять, Гвен оказывается потрясающей барабанщицей и играет в группе, известной как Мэри Джейн, вместе с самой замечательной исполнительницей в своем мире. Вау, это очень классная информация. И здесь обратите внимание, как много разных героев, которые похожи на Гвен. И это неспроста, если мы прочитаем информацию о ней, потому что в саге Гвенверс призрачной паучихе пришлось объединиться с другими вариантами себя из других миров, чтобы спасти свою реальность. Вот такая вот интересная информация. Давайте смотреть дальше. Вау, ребята, это Спайдермен будущего 2099. Итак, первое упоминание о нем было в комиксе Спайдермен 2099 в ноябре 1992 года. Ого, как давно! И этим Спайдерменом в будущем у нас будет Мигель О'Хара. Вау, ребята, как интересно! Ребята, и здесь вот такая вот крутая наклейка. Посмотрите на его костюм. Обалдеть, а его обувь. Вообще он прямо точно копирует настоящего паука. Давайте его добавим. Пожалуй, это только одна наклейка у нас на этой страничке. И дальше у нас идет Спайдер-Хэм. Ребята, ну просто вот этот персонаж супер забавный. И вот, кстати, наклейка одна, которая нам попалась. Номер 58, добавим ее. И давайте посмотрим некоторые факты. Его зовут Питер Поркер. Это очень забавно, потому что Порк – это свинья, а его фамилия Поркер. Это очень реально забавно. И первое упоминание вот в таком комиксе, достаточно длинное название, Marvel Tales Starring Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham. В ноябре 1983 года. Ого! Так давно! Я думала, это достаточно свежий персонаж, а оказывается, ему уже почти что 50 лет, ребята. Уже больше 40 точно. Итак, давайте смотреть дальше. Вау! А вот как раз это индийский Спайдермен. И я, кстати, очень рада, что здесь есть наклейка. Ну вот, так поинтереснее, конечно, выглядит страничка. И давайте посмотрим. Дальше у нас идет Силк. Еще один персонаж, кстати, который я встречаю впервые. И мне интересно посмотреть, когда вообще она появилась. Она появилась в комиксе Amazing Spider-Man в апреле 2014 года. Да? Зовут ее Синди Мун. И мне кажется, она довольно симпатичная. У нее очень проработанный костюм. Ребята, здесь целых две потрясающие наклейки, и именно вот эта наклейка моя самая любимая в этом альбоме. Я вообще просто в полнейшем восторге от нее. Ну и это специальная тоже не менее прекрасно. Давайте их добавим. Ребята, здесь вот у нас интересный факт. Синди Мун и Питер Паркер связаны психофизически укусом паука. Она может выследить его в любой точке мультивселенной. Собственно, я думаю, поэтому у нас и изображены здесь часы. Ну, какая красивая наклейка. Давайте смотреть дальше. Вау, вот это супер яркий разворот. Это Спайдер-Панк. Вкратце, конечно, это подросток, которого укусил радиоактивный паук. И у нас здесь целых две наклейки. Давайте их добавлять. Так, дальше у нас в альбоме идет Spider Noir. По нему наклеек нет, но... Ух ты, вау, ребята, смотрите, какой классный вкладыш. Конечно, сейчас он мне не пригодится. Вообще, мой стартовый набор был заказан из Великобритании, поэтому и цены здесь в фунтах стерлингов. Но хотя бы мы можем посмотреть, как выглядел бокс с пакетиками. Вау, очень здорово. Но не менее круто выглядит вставка в центр альбома.
Вау, ребята, что это такое творится тут у нас? Просто шикарный, шикарный. Ну, не могу его назвать постером, да, но я не знаю, это просто произведение и респект человеку, который это нарисовал. Но у нас здесь одна наклейка. Я думаю, когда он заполнится полностью, он будет вообще мега круто выглядеть. Ну что, давайте смотреть дальше. Так, и наконец-то у нас идет Spider-Woman. Пока что здесь у нас нет наклеек, поэтому обязательно прочитаем про нее информацию в следующий раз, ровно как и про Spider-Girl. Вот эта вот девчонка мне очень нравится и неспроста. Но поговорим об этом в следующий раз. Я думаю, что в следующий раз обязательно попадутся наклейки. А вот это, ребята, персонаж, который в мультивселенной Spider-Verse понравился мне больше всего. Это Аранья. И как я рада, что здесь целых 2 наклейки. Давайте их наклеим и почитаем про нее информацию. Итак, давайте с ней познакомимся поближе. Зовут ее Аня Корасон. Появилась она впервые в комиксе Amazing Fantasy в июне 2004 года. Я очень хочу комикс с ней. И вот здесь вот у нас есть интересный факт. Аня родилась в Бруклине, но некоторое время жила в Мексике на родине своей матери, а ее отец пуэрториканский журналист. Собственно, поэтому и зовут ее Аранья. Потому что в переводе с испанского это и есть паук. Давайте смотреть дальше. А здесь нам предстоит с вами прогулка по вселенной паука. Добавим вот такую наклейку. Ребята, а здесь блестяшка. Ребята, мне вот в пакетике вот это очень заинтересовала наклейка. Давайте ее добавим. Вообще это у нас раздел с врагами Spider-Verse. И давайте посмотрим, что про них пишут. Морлунг – одна из семей могущественных вампиров, происходящих с Земли 001. И они питаются энергией животных тотемов. Собственно, наверное, поэтому вот эти тотемы у них здесь и изображены. Вам не кажется, что здесь тотем Спайдера-Панка, а вот это очень похоже на Гвен Стейси? В общем, такие они опасные. А здесь у нас начинается комикс, ребята. И в комиксе всего 2 наклейки, но тем не менее. Давайте найдем, где же их местечки. И вот у нас первый и второй. Ну что, комикс, конечно, сразу оживает. Здесь у нас еще будет много наклеек. И заключительная страница. Мне очень повезло, попалась наклейка. Вот так вот у нас сегодня с вами получилось. Еще есть запасные наклейки. Используем их, если понадобится. Ребята, и давайте посмотрим обложку сзади. Она тоже очень круто прорисована. Итак, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждут еще очень много пакетиков и героев из Spider-Verse. А пока что до встречи в следующей распаковке и пока-пока!